Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня предлагаю вам связать вот такой вот комплект, состоящий из кофточки с рукавом фонарик и юбочки плессированной. Все это снимается, крепится на кнопочки, подходит и одной, и второй куколки, которые в мастер-классе есть на моем канале. И по ссылке внизу вы сможете в этом убедиться. А также в уголочке данного видео я оставлю вам подсказочку. Для того, чтобы связать такой комплект, нам понадобится два вида пряжи. Я использую классическое лезе Cotton Gold, для того, чтобы вам не приходилось что-либо искать. Ну, кто не знаком с этой пряжей, это полухлопок в 100 граммах 330 метров. Так, состав ее 55% хлопка, 45% акрила. Этот цвет у нас с вами 493, а этот цвет у нас 40. Это тоже Alize Cotton Gold, только в новом виде, 50-граммовые моточки. Нам понадобится совсем немножко этой пряжи. Крючок я буду использовать номер 2,5. Вы можете брать любой совершенно цвет, который вам нравится. И приступаем с вами к вязанию. Вязание юбки мы начинаем с цепочки, состоящей из 46 воздушных петель. Начинаем вязание со второй петли от крючка, провязываем по этой цепочке 45 столбиков без накида. Теперь нам вязание необходимо повернуть и вязать в обратную сторону, при этом спрятать ниточку, которая у нас здесь осталась от цепочки. Тоже 45 столбиков без накида, и еще один ряд провязать тоже 45 столбиков без накида. Мы сейчас с вами связали ремешок. Ремешок мы должны вязать с вами с учетом застежки. Вот на примере данной юбки я вам покажу. Здесь есть застежка, она застегивается на талии. И когда вы будете вязать по своей кукле, если вы будете вязать не по моим расчетам, а по своим, то учитывайте, что застежка должна еще у вас присутствовать. Так, теперь мы с вами будем вывязывать непосредственно полотно юбки. Для этого нам необходимо с вами связать цепочку прям с краю из 20 воздушных петель. Теперь нам необходимо наше вязание повернуть вот таким вот образом, да, и вязать по цепочке в обратную сторону 19 столбиков без накида, начиная со второй петли от крючка. Когда мы с вами довяжем до конца, сейчас я покажу поближе. Так, нам необходимо в ту же петлю провязать с вами столбик без накида, как мы и вязали. Далее зайти в следующую петлю соединительным столбиком, повернуть наше вязание и вязать по этой цепочке, пропуская первую петлю столбиками без накида за заднюю стенку петли. То есть вот я захожу в заднюю, у меня одна петелька на крючке, и вяжу так до конца. У нас должно с вами получиться тоже 19 столбиков без накида. Вот я провязываю последнюю петельку, поворачиваю наше вязание и в обратную сторону вяжу опять за заднюю стенку петли, тоже 19 столбиков без накида. Довязываю последнюю петлю,
Провязываю столбик без накида в ту же, откуда мы начинали петлю, и в следующую петлю по ремешку соединительным столбиком захожу. И опять первую я пропускаю и вяжу в обратном направлении 19 столбиков без накида. Последний довязала, опять поворачиваю и вяжу в обратную сторону за заднюю стенку петли. Поворотные вот эти ряды мы всегда вяжем за заднюю стенку петли для того, чтобы образовались вот такие вот полосы, для того, чтобы у нас был эффект плессированной юбки. И таким образом нам необходимо вязать с вами по нашему поясу, по ремню, набирая саму юбку. Не довяжем мы совсем чуть-чуть, буквально 2 петельки оставим недовязанными, для того, чтобы они у нас оставались в виде замочка, да, на юбочке. Длину юбки вы можете формировать самостоятельно. Мне такой длины будет достаточно. Хотите подлиннее, тогда необходимо будет набрать цепочку здесь длиннее. Вяжем с вами таким образом и встретимся после того, как не довяжем буквально 2 петельки. Я не довязала буквально 2 петли, закончила вязание возле ремешка юбки, и сейчас я провяжу еще один ряд, и после этого необходимо будет юбку соединить. Итак, мы закончили в этом месте, да, где у нас низ подола. Теперь складываем пополам. Выберите, где у вас будет лицо, потому что здесь немного верх отличается. Там, где мы нить перекрещивали, более выпуклое место получается. Там, где нить не перекрещивали, более плавная. И просто мы с вами связываем 2 полотна вместе. В первом полотне, на котором мы закончили, я беру обе стенки петли. На втором полотне, с которого мы начинали начало нашей юбки, там я буду цеплять одну стенку петли, потому что у нас там она, в принципе, только одна и есть. Я провяжу сейчас вместе 15 столбиков без накида, для того, чтобы оставался небольшой разрез, чтобы удобно было надевать на куклу. Вот я немного оставила, не довязала, получился такой небольшой разрез. И что у нас с вами выходит? Это у нас изнанка. Выворачиваем. Таким вот образом будет выглядеть лицо. Надо будет все еще хорошо потянуть, поправить и пришить вот в этом месте пуговку. В принципе, шов не сильно виден за счет вот этих вот полос сформированных. Сейчас я пришью кнопочки и уже покажу вам полностью эту юбку. Так, вот такая юбочка у нас получилась. Сзади застегивается на кнопочку. И осталось только ее примерить на куколку. Кофточки мы начинаем с вами с 33 воздушных петель. Начинаем со второй петли от крючка, провязываем по цепочке 32 столбика без накида. Теперь нам вязание необходимо повернуть. Будем вязать и прятать заодно нашу ниточку. Начинаем с 4 столбиков без накида. Теперь мы с вами делаем прибавку 3 петли, 3 столбика без накида провязываем в одну петлю. Далее мы вяжем с вами полустолбик с накидом. И после этого делаем 4 прибавки подряд из столбиков с накидом. По 2 столбика с накидом в одну петлю.
И последнюю прибавку провязываем. Вяжем полустолбик с накидом. Провязываем 3 столбика без накида в одну петлю. Далее 8 столбиков без накида. Три столбика без накида в одну петлю. Полустолбик с накидом. 4 прибавки из столбиков с накидом. Полустолбик с накидом. 3 столбика без накида в одну петлю. И заканчиваем ряд 4 столбиками без накида. В работе у нас сейчас с вами 48 петель. Цепочку нашу, деталь нашу поворачиваем и вяжем по другой стороне. 6 столбиков без накида. Полустолбик с накидом. Далее 10 столбиков с накидом. Полустолбик с накидом. Двенадцать столбиков без накида. Опять полустолбик с накидом. 10 столбиков с накидом. Полустолбик с накидом. И заканчиваем все это наше вязание 6 столбиками без накида. В работе у нас все еще 48 петель. Следующий ряд поворачиваем. Вяжем 5 столбиков без накида. 3 столбика без накида в одну петлю. Далее полустолбик с накидом. 10 столбиков с накидом. Полустолбик с накидом. 3 столбика без накида в одну петлю. 10 столбиков без накида. 3 столбика без накида в одну петлю. Полустолбик с накидом. 10 столбиков с накидом. Полустолбик с накидом. 3 столбика без накида в одну петлю. И заканчиваем 5 столбиками без накида. Сейчас у нас с вами в работе 56 петель. Поворачиваем наше вязание. Вяжем 7 столбиков без накида. Полустолбик с накидом. 12 столбиков с накидом. Полустолбик с накидом.
14 столбиков без накида, полустолбик с накидом, 12 столбиков с накидом, полустолбик с накидом, так, и заканчиваем 6 столбиками без накида. Ой, простите, 7 столбиков без накида. Вязание наше поворачиваем опять и начинаем 6 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, далее полустолбик с накидом, 12 столбиков с накидом, полустолбик с накидом, так, 3 столбика без накида в одну петлю, 12 столбиков без накида, 3 столбика без накида в одну петлю, полустолбик с накидом, 12 столбиков с накидом, полустолбик с накидом, 3 столбика без накида в одну петлю, и заканчиваем 6 столбиками без накида. В работе у нас сейчас с вами 64 петли. Наше вязание поворачиваем. Теперь будем вывязывать подрез рукавов. Начинаем с 8 столбиков без накида. Далее вяжем цепочку из 6 воздушных петель. По телу пропускаем с вами 16 петель. Заходим в 17 и вяжем, начиная с этой петли, 16 столбиков без накида. Опять вяжем цепочку из 6 воздушных петель. По телу 16 пропускаем. Заходим в 17 и заканчиваем наш ряд 8 столбиками без накида. Вот такие рукава у нас с вами получились. Сейчас у нас в работе 44 петли, и нам необходимо с вами провязать 10 рядов по 44 столбика без накида. Поворотными рядами вяжем. Мы с вами провяжем необходимые нам ряды. Нам надо будет обвязать планочки для того, чтобы кофточка наша могла застегиваться. А нитку мы для этого не отрезаем, и по краю в количестве 3 рядов обвязываем поворотными рядами первую планочку. Первую планочку я обвязала, у меня получилось 17 столбиков без накида. Если вы не хотите крепить ее на кнопочке,
то можно оставить нитку и вывязать тут шнурочек. И будет тогда кофточка на завязочках. Вторую планку мы тоже вяжем, начиная снизу. Прикрепляем нить. И тоже 3 ряда провязываем. 17 столбиков без накида тоже. Вторая планка у нас готова. Нитки я уже спрятала иголкой. Нам остается пришить только кнопки и связать воротничок. Воротник я буду вязать отдельно, а потом пришивать его. Для вязания воротника нам необходимо набрать с вами цепочку из 33 воздушных петель. Далее во вторую петлю от крючка мы начинаем вязание. По цепочке данной вяжем 32 столбика без накида. Далее мы поворачиваем нашу цепочку и чередуем столбик без накида, прибавку, столбик без накида, прибавку. В итоге у нас должно получиться с вами 48 петель. Теперь мы вязание наше опять поворачиваем и вяжем еще один ряд, 48 столбиков без накида. После того, как мы закончим этот ряд, нам необходимо провязать по краю еще пару столбиков для того, чтобы скруглить вот этот край воротничка. Вот я вяжу первый и второй. Вот чтобы получился вот такой кружочек как бы. Далее мы берем с вами нашу кофточку и с момента начала горловины, не затрагивая наши планки, мы начинаем привязывать воротничок. Вставляем крючок в первую петлю от воротника и в первую петлю от горловины. И соединительными столбиками таким вот образом привязываем наш воротник. С этой стороны получается шов такой небольшой, а с этой стороны привязанный воротник. И так вяжем до конца. Так, я закончила последний столбик, провязала, и нам необходимо еще в сам воротник провязать пару столбиков для того, чтобы вот точно так же скруглить. После этого мы отрезаем нашу нить, которую в дальнейшем мы спрячем в сам воротничок. Так, смотрим, что у нас с вами получилось. Остается только пришить кнопочки и примерить на куклу. Так, вы видите, у меня сейчас две куколки. Одна с креплениями на шарнирах, вторая без креплений. И обеим этот комплект идеально подходит. В разных совершенно расцветках.
Вот так вот у нас все получилось. Пишите в комментариях. Понравился, не понравился, что не получилось, если вдруг тоже пишите. Будем разбираться. И поддержите видео пальцами вверх, если вам данный мастер-класс понравился. И встретимся с вами в других видео. Пока-пока.